Начиная с 50-х годов 20 века, американское благосостояние непрерывно и постепенно росло. Даже в кризисные времена массовый голод и острая бедность перестали быть проблемой для большинства американцев. Вместе с ростом благосостояния постепенно менялась и система ценностей. Само по себе материальное благополучие уже не кажется воплощением американской мечты. Десятилетие консюмеризма сменила эпоха детокса. Теперь считается нормой отказываться от лишнего и тщательно взвешивать решения о покупках. Открой Америку. Культура потребления в США. Детокс для Америки. Новые тренды в культуре потребления. Полвека назад американские ученые заговорили о том, что потребительские приоритеты нужно пересмотреть. В 1972 году Данелла и Деннис Медоузы представили доклад «Пределы роста» о растущем населении Земли и ограниченности естественных ресурсов. Они проанализировали несколько сценариев развития человечества в 21 веке, от полного бездействия, которое привело бы к росту населения до 12 миллиардов, социальному кризису и всемирному голоду, до немедленного внедрения мер по ограничению рождаемости и контролю загрязнения планеты. Тренд на экологическую и потребительскую осознанность начал набирать обороты. Забота об окружающей среде постепенно стала частью повседневной жизни. Пластик, бумага, стекло и алюминий отправляются в переработку. На крышах домов устанавливают солнечные батареи, а производители зубной пасты и шампуней напоминают покупателям о том, как важно экономить воду. К началу 2000-х экологические инициативы и принципы оформились в универсальный подход к очищению общества потребления — Zero Waste, смысл которого — разумное отношение к ресурсам. Ближе всех к идеалу Zero Waste приблизились в Сан-Франциско, где в 2009 году приняли закон о переработке пищевых отходов. Это первый город в США, который сделал ведро с компостом обязательным элементом каждой кухни, а в ближайшие годы и вовсе планируют стать полностью безотходным. Амбициозная цель, которая требует политической воли, инфраструктуры и общественного консенсуса. Намного проще дело обстоит со второй стратегией очищения общества потребления — отказом от покупок. Ведь для того, чтобы решить, покупать очередные джинсы или нет, не нужно строить мусороперерабатывающий завод или принимать законы. Достаточно личной осознанности. В американской трактовке буддистский отказ от обладания превратился в веселый челлендж. Так, в 2008-м американец Дэйв Бруно провел год, распоряжаясь всего сотней предметов, и написал книгу «100 Things Challenge», где представил этот опыт как путь к духовному очищению и личностному росту. Конечно, не каждый американец готов к такому спартанскому образу жизни, но стремление к минимальному потреблению разделяют многие. С 1997 года в противовес «Черной пятнице» проходит ежегодный «День без покупок». А в начале 2019 года настоящей сенсацией стало шоу «Уборка с Мари Кондо», после которого американцы повально расчищали гаражи и антресоли. Традиционно капитальная уборка в Америке приходится на апрель, но в этом году у благотворительных магазинов выдался жаркий январь. Когда шоу вышло на стриминговой платформе Netflix, число пожертвований в магазины Goodwill выросло на 20-30%. Однако детокс — это не только избавление от вещей и отходов. Сознание тоже требует регулярной чистки. В середине 90-х успешные молодые профессионалы, устав от бесконечной гонки за деньгами и статусом, стали уезжать из больших городов в попытке снизить уровень стресса и сделать жизнь проще. Так появился дауншифтинг — светский вариант принципа необходимого и достаточного, который исповедуют почти все мировые религии от буддизма до христианства уже много тысяч лет. Не желай лишнего, довольствуйся тем, что имеешь, и радуйся простым вещам. Скромное гармоничное существование практиковали в Штатах еще в первой половине XIX века. Тогда писатели-трансценденталисты Ральф Эмерсон и Генри Торо видели в тождестве человека и природы высшую цель и призывали своих читателей удаляться в леса Новой Англии. В 1960-е хиппи и бэкпекеры, вернувшись из путешествий по Юго-Восточной Азии, ввели в моду практики медитации и идею о том, что бурная жизнь мегаполисов и успешная карьера — не единственно возможный путь к самореализации. Сегодня дауншифтинг совершенно не обязательно связан с переездом и кардинальным изменением социального статуса.
10-дневные курсы медитации или сознательный аскетизм стали доступными способами остановить бешеную гонку за деньгами и товарами и уделить больше времени творчеству и саморазвитию, чтобы обрести душевное равновесие. Так же, как и отказ от интернета. В цифровую эпоху особое значение приобрела информационная гигиена. Даже те американцы, которые не решаются переехать из городской квартиры на ранчо в Техасе, устраивают себе диджитал-детоксы — дни без интернета и телефона, ради возврата к простым человеческим радостям, вроде ужина с друзьями или сплава на каноэ по горной реке. Тенденцию активно поддерживают голливудские звезды и популярные музыканты, а к их мнению в Америке традиционно прислушиваются. Джулия Робертс вообще не пользуется соцсетями. Мадонна жалеет о том, что слишком рано позволила своим детям пользоваться смартфоном. А Селена Гомес прошла 90-дневный цифровой детокс и призналась, что социальные сети вгоняют ее в депрессию. Иногда борьба с информационным шумом обретает забавные формы. Вот уже несколько лет существует игра «Последний человек в Америке, который не знает итоги Супербоула», где участники стараются как можно дольше игнорировать то, о чем говорят буквально все вокруг. Правда, половина выбывает из игры в первые сутки. Для Америки эта задача почти непосильная. Сегодня американцы все чаще считают, что домик с белым забором и Кадиллак не самая важная, а порой и необязательная составляющая счастья. И, возможно, именно знаменитая американская практичность позволяет им правильно расставить приоритеты, когда речь заходит о выборе между вечными ценностями и очередной покупкой на Amazon.